Всем привет! А вы знали, что на ваших смартфонах есть скрытые функции, которые отслеживают реально каждое действие на смартфоне? И сколько раз вы разблокировали телефон, сколько вы зашли в определенное приложение, сколько вы там пробыли времени в нем, что вы там писали, куда переходили, по каким ссылкам, ну и тому подобное. То есть в общем собирается вся вот эта информация, как вы пользуетесь вашим смартфоном. Таких скрытых функций на самом деле на телефонах очень много. Сейчас вам покажу одну из основных, которая хитро припрятана, чтобы ее не нашли. Сейчас вам все расскажу и покажу. Обязательно поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, смотрите, нам нужно зайти в обычные стандартные настройки. И вот здесь, полистав среди обычных настроек, найти цифровое благополучие и родительский контроль. И вот обратите внимание, что здесь есть такая функция, которая собирает все вот эти данные. Вот, например, вы получили 3 уведомления, была одна разблокировка, ну и здесь в каких вы приложениях были на протяжении дня. Вот это все в совокупности, оно работает в фоновом режиме, все вот это запоминает и отправляет разработчикам для того, чтобы они знали, как часто вы используете определенное приложение, ну и вообще, что вы там делаете. Плюс вот эта функция умеет управлять и другими приложениями. Но это логично, потому что доступ идет ко всем приложениям. Вот, например, вы в YouTube зашли, здесь будет показано, что вы были в YouTube столько-то времени. Для обычных людей, я думаю, что вот эта функция, она полностью бесполезная. То есть, зачем мне знать, сколько я раз в день разблокировал свой смартфон или куда я зашел. То есть, я и так понимаю, куда я захожу, что я там делаю, но чтобы еще куда-то это все анализировалось и отправлялось, конечно же, я лично вот такому не доверяю. Здесь на самом деле только в плюсе разработчики, которые будут знать лично о вас практически все. Чтобы вот это обезвредить, нужно нажать на 3 точки. Дальше нажать управление данными. Вот смотрите, пишется использование телефона за день. Информация об использовании приложений, количество разблокировок телефона, число полученных уведомлений. Но это еще такой неполный список. Смотрите, берем, отключаем. И здесь уже пишется, что данные будут удалены в течение 24 часов. То есть все-таки информация, собранная куда-то, отправляется на какие-то сервера. То есть где-то хранится, но даже не на вашем смартфоне. И плюс, чтобы это все отправлялось без вашего ведома, это постоянный разряд вашей батареи, нагрузка оперативной памяти, работа вашего процессора. В общем, я лично у себя такое запрещаю. Нажимаем «Закрыть доступ» в настройках. Нас перебрасывает вот на такой список. Здесь нужно полистать и найти цифровое благополучие. Вот. И, кстати, здесь уже более подробно, смотрите, приложение сможет отслеживать, какие еще приложения вы используете и как часто, а также определять оператора сети, язык и другие параметры. В общем, даже оператора может отслеживать эта настройка, а под словом «другие параметры», ну здесь можно, в принципе, иметь все что угодно. В общем, конечно же, отключаем вот этот ползунок, возвращаемся назад, еще раз назад. Использование телефона за день уже отключено. Возвращаемся назад. И смотрите, у нас пропала вот эта картинка отслеживания, то есть данные уже не собираются и никуда не отправляются, но при этом тот, кто пользуется родительским контролем, то все эти функции, они остались нетронуты, и они работают и будут работать, как и до этого. Потому вот те люди, которые пользуются родительским контролем, то не переживайте, все останется на местах.